Трейдинг – это не только способ заработка. В каком-то смысле торговля на бирже – это призвание. Иногда в сети можно наткнуться на утверждение о том, что кто-то просто не создан для трейдинга из-за каких-то врожденных качеств. В каком-то смысле это является правдой, но не до конца. У некоторых людей действительно есть явный талант рисковать на рынке и получать за это прибыль. Кто-то постоянно сталкивается с чередой неудач. Впрочем, я уверен, что здесь зарабатывать сможет абсолютно каждый. Просто кому-то это дается легче, а кто-то должен пройти через более долгий путь самосовершенствования. В этом видео поговорим как раз об этом. Что же мешает многим быть успешными трейдерами и как это можно в себе побороть? Уверен, что всем будет интересно, так как, увы, большинство людей как будто бы действительно не создано для биржевой торговли. Чтобы было интереснее вам смотреть, постараюсь разогнать свой баланс с $10 до внушительной суммы. Использовать буду два индикатора – зигзаг и RCI. Смотрите, как работают профи, вникайте, чтобы стать по-настоящему успешным участником рынка. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Друзья мои, показываю индикаторы. Как видите, абсолютно стандартный зигзаг сегодня использую, аналогично RCI. Очень простая стратегия, однако эффективность ее применения более чем приемлема сегодня. Хочу отметить, что примитивность подхода к анализу вовсе не означает его неэффективность. Другими словами, иногда бывает так, что гениальное все очень просто. И сегодня на живом примере я вам буду это доказывать. Давайте посмотрим, как буду открывать сделки в текущей торговой сессии. Внимание на график. Зигзаг служит для нас маркером для выделения уровней. Для этого достаточно просто проводить линии от его углов. Таких полос будет много, и цена взаимодействует с ними особым образом, так скажем. Мы торгуем пробои вверх и вниз, рассматривая выход за линии как сигнал к движению цены в соответствующем направлении. Старые уровни не теряют своей актуальности также, но являются уже не такими, так скажем, сильными сигналами к открытию сделки. В общем, суть входа почти в любую сделку проста. Всего одна свеча, которая пересекает линию поддержки или сопротивления, служит для нас поводом открытия сделки. Будут также ложные пробои, но ничего. Как видите, движение поймать можно довольно серьезное. Но, друзья, не стоит забывать про осциллятор. Смотрите. Смотрим на его пиковые значения. Они почти всегда совпадают с точками разворота цены. В целом, это все, что нам нужно знать. Думаю, пора переходить к реальной торговле. Погнали! Итак, дамы и господа, это моя 12-я попытка разгона. Надеюсь, в этот раз она увенчается успехом. Все внимание на экран. Первая возможность для входа на графике канадский доллар к японской иене. Здесь я в лонге и сейчас во всех деталях расскажу, почему принял именно такое решение. Смотрите, у нас есть угол зигзага, вот он на графике. Цена его пересекла вверх. Еще один такой же был чуть ранее. Предыдущее колено зигзага, вот. Осциллятор в данный момент не перекуплен, он на стадии роста. Более того, ранее он также уже проходил похожие этапы перепроданности, поэтому стоит ждать роста как минимум до уровня сопротивления. Пока есть время, обозначу сразу проблемы, которые делают трейдеров якобы не созданными для рынка. 4 всего пункта, которые можно выделить. Азарт, страх перед торговлей, отсутствие специализации и поиск неких секретных граалей, секретных торговых стратегий. Именно эти проблемы мешают большинству участников быть успешными и зарабатывать свои деньги. Благо, решение всех этих минусов существует. Просто нужно работать над их решением. А главное, знать, в чем конкретно ваш недостаток. Прекрасно, первая сделка у нас в плюсе, об остальном поговорим подробнее. Не буду терять время и сразу отправлюсь на поиск новых точек входа. Как видите, симптомов плохого трейдера довольно много, но все они преодолимы. Хотя у каждой проблемы есть свое лекарство, существует один базовый нюанс, который должен присутствовать в буднях любого трейдера. Вы должны постоянно быть в информационном поле. Все последние финансовые новости, актуальные подходы к анализу, рабочие лайфхаки – это то, что должно вас интересовать на постоянной основе. Также важно читать профильную литературу, самые известные труды фундаментальные. Что-то новое, конечно, если это стоит вашего времени. Вы должны быть максимально эрудированным участником торговли на бирже. По-другому просто никак не получится зарабатывать здесь на постоянной основе. Впрочем, друзья, нет необходимости вникать во все и сразу. Это сложно поначалу, как вы понимаете, но обязательно придется к этому прийти. Первое, с чего я предлагаю вам начать, это подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка на него оставлена в описании к этому ролику. Там вы найдете необходимый базис, который поможет прокачать ваше понимание рынка, если вы уж совсем новичок, который жаждет развития.
Вы найдете там различные советы по трейдингу, разбор стратегий, интересные мысли, которые помогут вам в работе на реальном рынке. Заходите, смотрите и принимайте решения на практике. Кстати, о практике. Я и мои подписчики проводим регулярные марафоны, в рамках которых увеличиваем вместе стартовые 100 баксов до $5000. Отличная возможность для успешного старта. Смотрите сами. Вы получаете бесценный опыт, перенимаете рабочий метод торговли и при этом приобретаете свой первый стартовый хороший капитал. Однозначная выгода в квадрате. Торговать со мной, кстати, очень просто. Мы собираемся по вечерам в будние дни, я даю вам торговые сигналы, вы просто повторяете их в своих терминалах и зарабатываете. Справится даже самый далекий от трейдинга человек. Если заинтересовало, на канале можно написать мне в личные сообщения, я отвечу на любые ваши вопросы, расскажу, как принять участие и помогу с настройкой. Решайтесь, друзья. Ну а если сомневаетесь, заходите на канал, там есть отзывы тех подписчиков, которые давно торгуют вместе со мной. Думаю, их фидбэк даст вам понять, что к чему. Думайте, а потом возвращайтесь и продолжим сегодняшнюю торговую сессию. Вот и наша точка для входа. Здесь также однозначный лонг, все просто. Но я покажу вам, чтобы все понимали суть анализа. Внимание на экран. Итак, что мы видим? Дальний уровень был успешно пробит вверх, значит цена переходит в стадию роста. Это сильный выход, который должен себя реализовать минимум вот в этой зоне. Осциллятор лишь подтверждает мои предположения. Посмотрите, на сразу два выхода из перепроданности. Здесь явно готовится сильный рост. Это просто намечается. Думаю, цена будет расти как минимум до выхода в зону перекупленности, затем может дальше и дальше, но посмотрим. Для нас главное это что? Это прибыль. Правильно. Уже рост есть уверенный, поэтому можем продолжить тему видео и поговорить про азарт. Друзья, вообще очень плохая особенность характера, так вам скажу. Для многих трейдинг становится чем-то неким, как игра в казино. Человек развлекает себя сделками, стремится отыграться, рвется в рынок, оформляя позиции на слишком большие суммы. Не сомневайтесь, это погубит весь ваш депозит. Можете просто поверить моим словам. Вторая сделка в плюсе, я сразу найду следующую, и мы вернемся к нашей сегодняшней теме. Открываю сделочку в шорт. Посмотрите на эту огромную красную свечу. Думаю, что здесь все и так понятно, но по анализу также все у нас сходится. Смотрите еще раз. Цена пробуксовала, отскочила вниз от уровня. Это сигнал о слабости быков. В данной зоне мы наблюдаем попытку закрепиться, которая не удалась, а значит актив будет снижаться. Все, друзья, все очень на самом деле просто. Такие паттерны однозначно стоит брать на вооружение, они частые. Ложные пробои, закрепы, вообще это даже больше имеют большую силу сигналы, чем все остальное. Более того, цена подошла к следующему уровню и теперь намеревается пробить даже его вниз. Думаю, он вряд ли станет такой же преградой, как и верхний. Так что здесь мы ждем однозначное падение цены. Про азарт. От азарта есть всего одно лекарство, друзья. Money management. Учитесь контролировать свои деньги. Выделяйте конкретные суммы на торговую сессию и не стремитесь никогда рисковать большими деньгами. Навык придет со временем, по-другому никак. Третья сделка, кстати, в плюсе. Уже начинаю искать новую возможность для входа в рынок и продолжать сегодняшний разгон. Дамы и господа, отличная возможность открыть сделку в шорт. Сейчас покажу, почему считаю именно так, чтобы ни у кого не осталось никаких абсолютно вопросов касаемо сегодняшней стратегии. Мы опять смотрим на последнее колено. Оно несколько раз уже пробивалось в разные стороны, но последняя свеча крайне агрессивно направила цену вниз. Вот и все. Ждем исхода нашей сделки. Так вот, азарт и торговля – это несовместимые вещи. Если вы склонны к чрезмерному риску, просто не держите на своем балансе много денег, только столько, сколько вы готовы потерять в текущую торговую сессию. Надеюсь, у вас это, конечно, не случится. Забудьте также о понятии отыграться. Во-первых, трейдинг – это не игры. Во-вторых, такие порывы никогда абсолютно не приводят ни к чему хорошему. В рамках вашей торговой стратегии должны быть убытки, от этого никуда не деться. Вам просто следует принимать и закладывать их изначально в свой money management. Другой крайностью, которая мешает трейдерам зарабатывать, является страх перед рынком. Об этом говорим чуть позже. Я закрываю еще одну сделку в плюс, и теперь нужно найти новую, хорошую возможность для входа. Давайте этим и займемся. Здесь однозначный лонг. Почему стоит ждать лонг? Обращаем внимание на предыдущее колено зигзага.
Вот наш уровень. Смотрите, цена закрепилась выше него и думает расти. Именно на это мы с вами и надеемся. Давайте продолжать тему. Страх перед рынком. Опишу, как это бывает. Вы видите хорошую возможность для входа, но не решаетесь на риск. В итоге сделка упущена, либо вы просто сильно замедлились и пролюбили удачный момент. Не переживайте, с этим также можно работать и можно все это дело исправить. Для начала тестируйте и тренируйтесь на демо-счете свои торговые стратегии и набор индикаторов. Это не сделает вас успешным трейдером, но позволит чувствовать себя гораздо увереннее на рынке. После этого начните реальную практику, но на очень небольшие суммы. Например, $10 рискуйте, входя в сделку всего $1. Со временем вы станете более сообразным и сможете входить на большие уже суммы. Внимание на рынок, на график, еще одна сделка позади. Мы прошли уже половину пути. Перехожу к поиску новой возможности для входа. Поехали. Здесь будем торговать не от зигзага, а только от RCI. Вхожу в лонг, и сейчас вы поймете, почему я поступил именно так. Смотрите. Мы имеем последовательный выход из зоны перепроданности по осциллятору. После столь продолжительного снижения цене уже давно пора развернуться. В этом на самом деле и прелесть осцилляторов, хотя они лучше всего показывают себя в боковике волатильном, но их также можно использовать при затянувшейся тенденции. Вернемся к теме. Еще одна проблема трейдеров – это отсутствие специализации. То есть человек маячит от одного типа актива к другому, от долгосрочной торговли к краткосрочной торговле, от фундаментального анализа к техническому анализу, и в итоге не может вообще определиться, кто он и что он и зачем он здесь. Он как бы хочет быть одновременно в курсе о всех вариантах торговли. С одной стороны, хорошо стремиться к разносторонности, но у вас должна быть своя специализация. Любой профи имеет козырную карту, понимаете? Так что вы должны выбрать свой личный метод торговли. Друзья, шикарно, сделка позади, мы продолжаем торговать и разгонять депозит дальше. Здесь также открою лонг. Думаю, комментарии излишни. Уверен, вы и так все видите. Знакомая, типичная ситуация, которую мы уже сегодня с вами отрабатывали. Продолжим разговор. Я обозначил важность для вас специализации. Друзья, мир трейдинга просто огромен. Он постоянно чем-то новым пополняется, дополняется, создается что-то новое. И тема изучения, как бы это хорошо, то есть похвально стремиться к изучению всех тонкостей. Но эрудированностью тут не заработаешь. Вы должны быть экспертом в одной конкретной нише. Как только сможете на ней стабильно зарабатывать, можно переходить к развитию в другой теме, соответственно. Для начала определитесь с типом торговли, который вам больше всего импонирует. Краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный. Далее. Изучите все, что следует об этом знать, разработайте собственную стратегию, проведите обязательно бэктестинг, составьте концепцию мани-менеджмента, практикуйтесь до положительных результатов. И все, вот и весь секрет успешной торговли. Отлично, еще одна сделка в плюс. Я думаю, что можем остаться на этом же графике. Давайте подождем минуту и перезайдем еще раз, наверное, в лонг. В общем, вам нужна специализация. Именно так здесь добиваются успеха. Не пытайтесь вникать и пробовать все сразу. Трейдинг требует очень много времени, особенно в начале. Лучше, когда у вас будет прокачано что-то одно на 100%, чем множество направлений 5-6%. Понимаете, да, логику всего того, чего я говорю? Лично я специализируюсь на скальпинге и торгую на минутках. С этого я начинал, и этому я уделяю больше всего времени. Это нормально. Я также разбираюсь в инвестициях, умею торговать в долгосрок, анализировать рынок фундаментально, но это мои вторичные навыки. Я развивал их гораздо позже. Так что не спешите, изучите этот интересный мир, и вы успеете везде. У вас просто полно времени. Просто двигайтесь поэтапно, не перескакивая с одной головы на другую. Перезахожу в рынок, как и сказал, также в лонг, цена явно хочет расти, поэтому я в рынке, вот и все, продолжаем зарабатывать. Давайте обсудим еще одну важную проблему. Можно сказать, это наивная вера в сказку. Это очень пагубное заблуждение. Вероятно, многие зрители подвержены этому миражу. Друзья, во-первых, трейдинг это не кнопка бабло, ни в коем случае так не думайте. Так много кто выражается в интернете. И второе, тут нет никаких гралей.
Нет комбинации индикаторов, которые точно сделают вас богатыми. Многие новички думают, что что их ждет однозначный успех, если они просто получат доступ к какому-то секретному инструменту. После этого будет просто достаточно нажимать какую-то кнопку и получать прибыль. Любая стратегия будет для вас граалем, если вы научитесь ей пользоваться. Для этого требуется дисциплина, хладнокровность, отсутствие азарта и умеренность в торговле. Все, больше ничего. 8-я сделка позади. Думаю, что следующая будет крайней на сегодня. Не хочу ошибиться. И ошибиться вообще нельзя, поэтому постараюсь найти хороший вариант для входа. Поехали. Момент X. Буду открываться на фунте к австралийскому доллару. Здесь однозначно стоит ждать рост цены. Смотрите сами. Уже типично для нас колено зигзага. Выход цены вверх за него. Осциллятор при этом еще не перекуплен. Запас хода есть. Так что надеемся на положительный исход. Увидим все это через минуту. Пока есть время, давайте сделаем заключительный вывод по всему сегодняшнему сказанному. Если вы думаете, что трейдинг это не для вас, выбросьте эту мысль из головы. Я озвучил вам самые распространенные проблемы, которые явно мучают большинство зрителей этого видео. Найдите конкретно свою проблему и начните бороться со своими недостатками. Как говорится, осилит дорогу идущий. Рано или поздно вы перешагнете через свои недостатки и сможете зарабатывать деньги. Открою вам секрет, друзья. В начале своей карьеры я также был якобы не создан для трейдинга. Но со временем мне удалось доказать себе, доказать миру, что это все не так. И вот я сижу перед вами. Последняя сделка, да, это плюс 2635 баксов на моем балансе. Начинал всего с 10. Теперь покажу вам еще раз, как быстро и безопасно выводить деньги с торговой платформы. Поехали. Товарищи, я в меню вывода средств. Здесь нам нужно указать сумму на вывод и реквизиты, на которые придут деньги. Проверяем все, нажимаю кнопочку «Продолжить». Если кто-то не умеет пользоваться криптовалютой, над моей головой появится видео, там я рассказал и объяснил все подробно, как создать кошелек и так далее. На следующей странице мы видим сообщение о том, что заявка принята в обработку и сейчас идет процесс выполнения. Хочу обратить ваше внимание, что в сообщении указана не совсем точная информация. Здесь сказано, что деньги поступят в течение нескольких рабочих дней. Это слишком долго, поэтому я вам всем говорю, пользуйтесь именно криптой, так как на крипту деньги выводят в течение 2-3 часов. Дольше я еще не ждал никогда. Переживать, в общем, не стоит. В разделе «История» хранится вся информация о моих заявках за все время пользования аккаунтом. Вверху самая последняя, ее статус сейчас выполняется. Нажатие на данную кнопку позволит вам отменить выполнение. Вот и все, что требуется знать. Немножечко отойду и вернусь, как увижу уже статус подтверждения. Оставайтесь на связи. Друзья, около 2 часов на моих песочных часах протикало, и деньги у меня на кошельке. Могу тратить куда захочу и сколько захочу. Могу тратить, вернее, 2600. Статус сменился на комплит, соответственно, что все. Переходим к завершающей части, к подведению итогов. Ну что ж, друзья, я более чем доволен сегодняшней торговой сессией. Скажу вам честно, не так уж легко провести разгон депозита. Сегодня это была 12-я попытка. Но это успех для бывалого трейдера однозначно, и вообще всегда приятно, когда цель достигнута. Думаю, что вам также понравился ролик, ведь сегодня мы поговорили о важных проблемах, как преодолеть трудности новичку, который столкнулся с ними, так скажем, впервые. В любом случае не отчаивайтесь, сделайте правильные выводы, берите судьбу в свои руки, работайте над ошибками, самосовершенствуйтесь, развивайтесь, вас ждет однозначный успех, я вам этого нереально, несказанно желаю. Перед тем, как попрощаться, попрошу вас о активности, для меня это правда важно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не упустить новые и полезные видео для вас. Обязательно пишите комментарии, я читаю все и прислушиваюсь к вашему мнению. Расскажите, что понравилось, что хотелось бы изменить и о чем вообще снимать свои выпуски дальше. Всем огромное спасибо за просмотр, вам побольше профита, добра и мира над головой. До скорых встреч на моем канале. Всем пока!